обычные городские кварталы. И тут бац, и дворец. Что вот это такое? Обратите внимание на разврат, который царит здесь в Брайтоне. Да не может быть. Офигеть. Мы дадим ему 7 адлеров из 10. Здесь вот продают различные инструменты. Мы приехали в Брайтон, главный курорт Великобритании, город на берегу Ла-Манша, а заодно и так называемая гей-столица. Главная достопримечательность — это дворец, который построен в таком восточном стиле. Это королевский, между прочим, дворец, и мы туда пойдем. Вот так вот выглядит вокзал. Вокзал у нас старый. Что это такое? XYZ. Girls Clubs. Это информация по транспорту. Велопарковочка. И вот посадка на такси. Брайтонская ливрея, цвет бирюзово-белый. Мы находимся здесь. Да, и мы сейчас дойдем до сюда. Потом, я думаю, надо как-то вот этот дворец. То есть нам нужно прямо и налево. Распогодилась. Погодка. Солнышко сразу показалось, потому что мы решили изучить современное брайтонское искусство. Да, ну пока ничего достойного нету. Есть над чем работать. Видишь, Костя Пинаев нам недаром сказал: очень красивый, милый городок. Вон, смотри, какая просто очарование. Что вот это такое? Я так первый раз такое вижу. Систему. То есть похоже на обычный стол. Телевизор. Телефон. Или телефон. Телефон, наверное. И он к каждому домику подходит проводок. Пусть это будет телефон. А кто... Интернет. Да, если вы знаете, что это такое, пишите в комментариях. Посмотрите, какие милые вот тут вот дворики. Здесь вот поставить столик, стульчики, гриль и красота. Здесь у нас красивые наряды, прошу обратить внимание. И вообще здесь народ такой ходит, стильный. Отвлечемся на секунду, чтобы я поделился с вами важной новостью. Мне наконец-то пришли новые кроссовки из США. Если вы закупаетесь одеждой и обувью в России, я вам рекомендую прекратить это делать. Объясняю почему. Вот эти кроссовки я купил в американском магазине за 4740 рублей. По сегодняшнему курсу в российском они стоят 12 600. Вот эти вот кроссовки обошлись мне 5720. В России они стоят 13 570. Ну и вот эти вот кроссовочки всего 4230 я купил в американском магазине. В России, если бы я их покупал, вот сейчас бы пошел в магазин, они бы стоили 11 630. Прошерстите любые американские магазины, найдите самые большие скидки. Далее заходите на сайт почтой.com. Заводите там аккаунт и все ссылки, что вам понравились, на нужные товары отправляйте оператору. Не забудьте вбить промокод Варламов. После этого операторы совершенно бесплатно все сами за вас покупают. Они все это собирают в одну большую посылку и отправляют вам в Россию. Даже с учетом стоимости доставки из Америки получится намного дешевле, чем если все то же самое будете покупать в России. Мой промокод действительно до 30 июня, так что не зевайте. Все ссылки, как обычно, в описании к этому ролику. В общем, центральные улицы Брайтона выглядят довольно грустно. Я бы, конечно, рынок бы здесь не делал, но они зачем-то решили делать рынок. Получился такой чертизон в центре города. Мы дадим ему 7 адлеров из 10. Пока вот центральной улице. Находиться здесь неприятно, шумно, какие-то непонятные запахи, кучу этой вот барахла, в основном китайцев, которые здесь продают. Город совершенно не чувствуется, к моему большому сожалению. Посмотрим, что будет дальше. Здесь вот продают различные инструменты для курения наркотических средств. Повсюду искусство в Брайтоне. Сразу видно.
люди здесь живут творческие. И повсюду какие-то вот голые женщины. И вот мы пришли к самой главной достопримечательности – Королевскому павильону. Здесь сад. И вот, собственно, павильон, который построил Георг IV. Это индо-сарацинский стиль. Индо-сарацинский стиль сочетает в себе черты китайской, мавританской и индийской архитектуры. И вот, собственно, дворец, Королевский павильон в Брайтоне. Яркий пример индо-сарацинского стиля. Тадж-Махал, кстати, вот обратите внимание. Вот кто бы мог подумать, что в Брайтоне построят такой вот красивый павильон королевский. И внутри музей. Король Георг IV, который и построил эту резиденцию. Снимать нельзя, поэтому снимать мы прекращаем. Итак, что нам известно по поводу Королевского павильона? Король, тогда еще будущий король Георг IV, приезжает в Брайтон на побережье по совету врачей подлечиться. Это был 1783 год. Ему здесь так нравится, что он сначала снимает домик. Потом он находит архитекторов и строит здесь первый павильон. Первый павильон был довольно такой обычный. И в 1815 уже году приходят другие архитекторы, которые вот строят этот шедевр индо-сарацинского стиля. 15 лет его строят. В принципе, к тому моменту, как заканчивается строительство, Георг IV умирает, и этот павильон переходит уже другим. Внутри довольно мило, красиво. Так что не пожалейте 15 фунтов и сходите на экскурсию. Вообще, что интересно, в отличие от таких классических дворцов, которые стоят в окружении, не знаю, садов, полянок, этот павильон королевский стоит такой в плотной застройке. Обычно эти городские кварталы, и тут бац, и дворец. Такие вот остановочные павильоны. Индийские, мавританские мотивы. Очень здорово. Все это, конечно, совершенно не сочетается с такой типичной для английского города застройкой. А это знаменитый Брайтонский пирс. Одна из местных достопримечательностей. На пирсе расположены аттракционы, кафешки. Он такой вот, все такое старое-старое. Уже довольно давно здесь стоит этот дворец. На набережной остались старые павильоны. Вот он стоит, такой старенький, ржавенький павильон. И, кстати, что интересно, вот эти вот поручни на ограде, они тоже очень-очень старые, потому что тут видно, насколько дерево сточилось. Вверх труба стоит. Это новый модный аттракцион здесь, да. Просто поднимаешься и опускаешься. Как колесо обозрения, только вертикально. Обратите внимание, дамы и господа, на разврат, который царит здесь в Брайтоне. Так, у нас частная вечеринка. Такая красивая набережная в Брайтоне. А это лифт какой-то тут был, смотри. Что, он работает? Да не может быть. Пожалуйста. Офигеть. О, ну, погоди. Тут специальный человек. На средний уровень нет доступа. Не, на средний, да. Ну, посмотрим. Ух ты. Так вот выглядит старый лифт. О, смотри, Woodfire сауна. Да, сауна, спа. Просто, видите, поставили на каком-то пустыре пару вагончиков, один сауна, один раздевалка и один с дровами и администратором.
Так, здесь у нас бар. Вот видишь, они готовят пиццу. Готовят ее на открытом огне. По противопожарным нормам. Вот в России такое невозможно. Мы наконец-таки пришли на улицу разврата. Ну, по крайней мере, нам так эту улицу описали. Лососик 11 фунтов за килограмм. Дешевле, чем в Москве. А морской черт 10 фунтов за килограмм. Что вы скажете относительно вот этого рибай стейка? Прости господи. Аппарат по копированию ключей. То есть вот сюда вот вставляешь ключ, он там его сканирует и по идее изготавливает тебе ключ. Стоит это удовольствие за 3 ключа 10 фунтов и 30 дней гарантия. Совершенно внезапно был обнаружен брайтонский аналог Хайленд парка. То есть здесь раньше были пути, теперь построили жилье и на месте бывших железнодорожных путей сделали такой парк. Брайтон Гринвей называется все это чудо. Гадить, парковаться и мусорить запрещено. Что здесь есть интересного из того, что я не успел посмотреть? В море есть ветряная электростанция, там целое поле с этими ветряками, и туда есть экскурсии на лодочках. Они отходят несколько раз в день, поэтому посмотрите в интернете, можно отправиться на лодке и посмотреть на эти ветряки. Очень круто должно быть. Есть экскурсии в канализации, старые какие-то викторианские, есть коллекторы, и в эти коллекторы есть экскурсия, можно отправиться, посмотреть, походить. Здесь есть много всякого интересного стрит-арта, если интересуетесь стрит-артом, даже Бэнкси есть, можно найти. Кучу кофеин, вот количество классных кофеин, где готовят хороший кофе, просто феноменально, поэтому если любите кофе, без кофе точно не останетесь. Кучу баров, неплохих ресторанчиков, ну и вообще довольно такая классная расслабленная атмосфера, поэтому приезжайте в Брайтон. Единственное, я не понял, почему Брайтон называют гей-столицей Британии, потому что ничего такого особенного здесь нет. Ну, какое-то количество этих гей-баров, секс-шопов с таким уклоном, но их в любом крупном европейском городе много. Почему именно в Брайтоне такая слава к нему приклеилась, я, если честно, не знаю.